Всем привет! Сегодня буду проводить очень важную обработку сада, которая поможет избавиться от большинства болезней, которыми поражались наши растения в течение сезона. От того, как мы подготовим наш сад и огород к зиме, зависит наш будущий урожай. Ведь на опавших листьях, ветках деревьев и кустарников и даже в самой почве остается много болезней, которые прекрасно зимуют, а с наступлением весны сразу же начинают поражать молодые всходы, листья, цветы и побеги, из-за чего мы можем даже полностью лишиться урожая. Поэтому проведение обработки деревьев, кустов и почвы в осенний период мы как бы обеззараживаем нашу территорию и излечим ее, по крайней мере, до наступления нового сезона. Использовать для этого я буду хорошо известные достаточно бюджетные средства. Это карбамид, или как его еще называют, мочевина, и железный купорос. И именно осенью мы можем применять эти препараты в достаточно высокой концентрации. Раствор железного купороса я буду делать 3%, а мочевины 7-8%. Именно в таких концентрациях эти препараты становятся антисептиком для нашего сада. Итак, покажу, как я готовлю необходимый раствор, которым буду обрабатывать свой сад. Для того, чтобы нам приготовить препарат, которым я буду обрабатывать свой сад, нам необходима теплая вода. В теплой воде лучше расходятся гранулы железного купороса и мочевины. Я буду готовить железный купорос 3%. Как разводится 3% раствор купороса? На 10 литров воды нам понадобится 300 грамм железного купороса. Если вы боитесь такой раствор, можете сделать 2% или 1%. 1% разводится 100 грамм на 10 литров воды. Мне много препарата не надо, поэтому я путем математики просто-напросто уменьшил количество. И теперь необходимо хорошенько размешать, чтобы гранулы железного купороса полностью растворились. Железный купорос у меня полностью растворился, и теперь я прям сюда добавляю карбамид. Нам надо, чтобы карбамид получился 7-8% раствор. Для этого необходимо на 10 литров, я вам сейчас расскажу, на 10 литров воды нам надо добавить литровую банку, если у вас нет весов. Если у вас есть весы, то на 10 литров воды нам необходимо добавить 700 грамм карбамида. И все хорошенько перемешать. Еще раз напоминаю, что для лучшего растворения гранул нам нужна теплая вода. Я делаю пропорцию намного меньше, поэтому я все просто-напросто уменьшил. Теперь размешиваем, и раствор у нас, в принципе, готов. Вот моя яблоня, которая болела, и теперь обязательно ее хорошенько необходимо осенью обработать. Обрабатываем, стараемся, чтобы ни один участок у нас не остался необработанный. Перед этим я вам показывал, как я обрабатываю черную смородину. Этим препаратом можно обрабатывать как сливу, как грушу, крыжовник, малину, вишню и так далее. Перед обработкой в первую очередь постарайтесь убрать опавшую листву, так как именно она чаще всего становится самым большим переносчиком болезней. Та же листва, которая осталась в небольших количествах на дереве или на почве, будет обработана этим препаратом, и благодаря ему быстрее разложится вместе с грибками, которые на ней остались. К весне такая листва превратится уже в труху. Стараемся пройтись по всем веткам, хорошо обработать все оставшиеся листья, кору дерева, а также почву вокруг дерева. Если у вас осталось небольшое количество опавших или уже подгнивших плодов под деревьями и на деревьях, то их желательно тоже убрать. Это очень важный момент подготовки сада и огорода к зиме. Не упустите его, чтобы максимально излечить деревья и кусты от болезней и тем самым заложить отличный фундамент для будущих урожаев. Желаю вам всем больших и хороших урожаев. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.